Когда-нибудь я запишу эту подводку в Макао. Казалось бы, я нахожусь где-то в Европе. Казалось бы. Да что такое? Колонии более 400. Итак, друзья, новая локация. Добро пожаловать в самый густонаселенный регион в мире, который являлся португальской колонией более 400 лет. Здесь есть собственная валюта, а также это единственное место в стране, где разрешены азартные игры. Итак, друзья, сегодня мы с вами в Макао. Давайте с ним знакомиться. Ребят, давайте будем откровенны. Кто из вас до этого знал про Макао? Если вы не увлекаетесь историей, если вы не увлекаетесь португальским языком и не знали про бывшие португальские колонии, если вы сами здесь не бывали, то какова вероятность, что вы знали, в принципе, про такой самостоятельный административный регион? К сожалению, зачастую люди, которые путешествуют, относятся к этому месту как к проходному городу, то есть который можно посетить за один день, за 10 часов, за 2 дня. Честно говоря, я и сам не исключение. Я приехал сюда из Гонконга и подумал, что я смогу охватить весь город буквально там за 10 часов. Моя главная задача — попробовать за эти несколько часов, пока я нахожусь в Макао, показать вам город с такой стороны, чтобы вам захотелось приехать сюда. Город действительно стоящий, и буквально за несколько часов, пока я гуляю здесь, я увидел такие невероятные места, которые рекомендую увидеть каждому. И даже если вы не запланируете поездку сюда на долгое время, хотя бы зацепить этот город для того, чтобы ознакомиться, он того стоит. Двигаемся в сторону Макао сегодня из Гонконга. Выезжаю сейчас из своего отеля. Будет интересно. Just wanna pack up my things and go. Just wanna be free, just wanna zone, just wanna flow, just wanna hang with the gang, but sometime chill on my own. Just wanna do me, just wanna goes, just wanna live and see how it goes. And the goals just keep on going, yeah. This life we live is a roll. When there's love in the rave, you know. When there's love in the rave, you know. All inside you, all in the soul, 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 soul. You know when the calling's calling you, when the calling's calling more. You know when the calling's calling you, it's calling, calling more, 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 more. You know when the calling's calling more, more. Немного по поводу того, как сюда добраться. На пароме все прошло максимально быстро, максимально легко. Никаких долгих проверок, все проходит в свободном достаточно формате. Если у вас паспорт не читается, всегда можно поговорить с представителем пограничной службы и попросить их ввести ваши данные вручную. Собственно говоря, то, что я и делал. Проезд быстрый, в районе часа все это занимает добраться сюда на пароме. После этого самое главное, наверное, это разобраться, как сюда доехать. Всегда есть только информации для туристов. Там я узнал, что в принципе есть 2 автобуса, на которых можно добраться сразу в центр города. Это автобус номер 3 и автобус номер 6. А проезд стоит 6 гонконгских долларов или 6 единиц в национальной валюте Макао. Национальная валюта здесь батака. Она, в принципе, больше нигде не используется в мире, кроме как в Макао. Поэтому сразу не рекомендую много денег менять здесь. Но прежде чем перейти к португальскому наследию Макао, сначала хотелось бы ответить на вопрос, почему полуостров получил такое название. Самый известный и один из древнейших храмов Макао был построен в честь даосской богини Ама и буддийской богини милосердия Кунь-Лам. Именно с храмом Ама связывают происхождение названия бывшей португальской колонии в Китае. Сходство между именем богини Ама и названием полуострова Макао является отнюдь не случайным. Более 500 лет назад в бухте теплого Южно-Китайского моря бедная девушка Ама из провинции Фуцзянь, уговаривая местных рыбаков привезти ее в лодке из Кантона в Макао. Никто не хотел ей помочь, только один рыбак жалился и взял ее с собой. Ночью случился страшный шторм. Все лодки, кроме той, в которой была Ама, затонули. Расплата за жестокость постигла всех рыбаков. А жители города поняли, что морские боги покровительствуют этой девушке. Девушка, озаренная небесным светом, взошла в горы на холм Бара. Море затихло, и все свидетели случившегося разнесли молву о том, кем на самом деле была простая нищенка. В скором времени на месте, где выжившие рыбаки сошли на сушу, построили храм в честь богини Ама.
Ама. Храм стал священным местом для рыбаков, которые каждый раз перед выходом в море просили благословения у богини. Место, где возвышался храм, назвали Амагау, с китайского языка переводящееся как бухта богини Ама. Амагау все чаще стали произносить как Магау, со временем вовсе превратившееся в Макау, известное на сегодняшний день название полуострова. Окончательно это имя утвердилось за полуостровом тогда, когда его передали в аренду Португалии в 1557 году в храме Ама. Наша первая локация Ларгу де Сенаду. Не просто так, поскольку я уже сказал, что Макао являлся португальской колонией более 400 лет. И, естественно, нужно начинать именно с португальского начала. Когда вы приезжаете на эту улицу, сразу прослеживается португальское влияние. Площадь Сенаду. Самая известная площадь Макао. Еще со времен нахождения на территории Макао португальской колонии, площадь считается самым крупным центром общественной жизни населения этого города, а также местом для проведения различных мероприятий. Расположенная в центре Макао, она долгое время была местом церемонии инаугурации каждого губернатора Макао. Сейчас на этом месте находится фонтан, который когда-то использовали португальские моряки-первопроходцы. Данная площадь была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году, как часть исторического центра Макао. Площадь Сенаду получила свое название из-за своего расположения рядом с Лиэл Сенаду. Здание Лиэл Сенаду было резиденцией правительства португальского Макао, законодательное собрание и муниципальный совет. После передачи Макао Китаю в 1999 году оно стало штаб-квартирой Бюро по гражданским и муниципальным вопросам. Сегодня же каждый желающий может войти внутрь и ознакомиться с архитектурой постройки. Из уникального и ведущего к португальским истокам это азулежу, которая представляет собой расписанную, обожженную, глазурованную глиняную плитку. Изначально керамические изразцы изготавливали на Древнем Востоке и использовали для облицовки стен. Арабы принесли глазурованный кафель в Испанию, где он стал называться асулехас, и Португалию, где то же самое слово начали произносить азулежу. Как вы поняли, португальцы любят переделывать слова. В Португалии азулежу из простого отделочного материала превратилась в предмет искусства, но про азулежу можно рассказывать очень много и долго, поэтому я предлагаю оставить эту тему для выпуска про Португалию. В Макао же можно встретить большое количество изразцов, которые просто поражают. Итак, ребят, первое, что я предлагаю, знакомиться с Макао и его историческим португальским прошлым, познакомиться с паштель джината, с эктартом, как его еще здесь называют. Самое интересное, что паштель джибелей, изначально он называется, это пирожное, которое было придумано, соответственно, в Белине. И рецепт этого пирожного знают только в одной кофейне, в одной кондитерской. Рецепт этого пирожного знают только в одной кондитерской в Португалии. Все остальное уже начали штамповать и делать под видом паштель джината. То есть паштель джината и паштель джибелей очень сильно отличаются. И Макао, поскольку все-таки это бывшая португальская колония, первое, наверное, что хотелось бы попробовать, это фирменный паштель джината. Нежнейшее слоеное тесто. Невероятный заварной крем, очень вкусно. Так, это что такое, а? Ну и поскольку проходящие люди мне, в принципе, просто не дадут иначе записать, буду я его кушать здесь. Невероятный. Очень близок к оригиналу. Хотя я не пробовал оригинал, кого я обманываю. С площади Ларгу де Сенаду мы отправляемся к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, руины Святого Павла. Изначально я думал, что это относится каким-то образом к городу Сан-Паулу в Бразилии, но нет, ребят. Ребят, вот она суровая реальность путешествия на скорую руку, когда вы хотите просто за 1-2 дня охватить абсолютно все, но не учитываете очень много факторов. И один из факторов, который я не учел, это погода. Я записываю это видео, стоя в магазине Uniqlo. Это не реклама Uniqlo ни в коем случае, но я этот магазин уже знаю более подробно и более детально, нежели я знаю город. И я познакомился с этим магазином уже со всеми, и тогда не со всем ассортиментом. Хотя, конечно, хотелось бы познакомиться с городом и сделать полноценный выпуск про город. Кстати, помните, что я вам говорил, что это самый густонаселенный город в мире? Так вот.
Руины собора Святого Павла, величайший образец христианского зодчества на Востоке, расположены в центре полуострова Макао. Храм был разрушен во время пожара в 1835 году, и удалось сохранить лишь фасад здания и лестницу, ведущую к стене с опустошенными оконными проемами. Ранее собор представлял собой грандиозное пятиэтажное здание, 3 парадных входа и украшенные барельефами колонны вели к величественным просторам храма. На 3-м этаже располагалось изображение Мадонны, на 4-м скульптура Иисуса. Галерея, стены которой были покрыты росписями с изображением ангелов и святых, вела к последнему этажу, где находился образ Святой Троицы и лик Девы Марии. Сегодня же фрагменты этих фресок хранятся в музее Макао. Ладно, ребят, пока вы не начали думать, что мы где-то в Португалии или в Бразилии, предлагаю двигаться к следующему месту и посмотреть остальную культуру, которая также является частью Макао. Ребят, заранее прошу прощения у всех тех, кто ждал, что здесь я покажу и расскажу про галереи, выставочные залы, кантонские картины, артефакты и прочие экспонаты. Нет, этого не будет. Это все, безусловно, очень важно и интересно, но мы запоминаем места за счет эмоций, которые мы переживаем в ту или иную минуту. А, к сожалению, все эти артефакты не вызывают у меня большого количества бурных эмоций. Поэтому я хочу поделиться с вами находкой, а именно смотровой площадкой на крыше музея. Отсюда открываются невероятные виды на все красоты города. Так, например, отсюда можно увидеть Макао Тауэр и руины Святого Павла, где мы только что с вами были. Отсюда также открывается прекрасный вид на казино Гранд Лишбоа. Интерьер казино исполнен в традиционном китайском стиле, причем чрезвычайно богато. Здесь посетителя сразу окутывает аура игры, даже стойки ресепшн оформлены в виде фишек. Но в игровом зале снимать, к сожалению, запрещено. Гранд Лишбоа — это 47-этажный небоскреб высотой 258 метров. Оно является самым высоким зданием Макао. Отель построен в 2008 году в стиле постмодернизма. Очертание напоминает цветок лотоса. Стоимость проекта составила $386 миллионов. Но казино — это большая отдельная тема, к которой мы еще вернемся. Абсолютно точно могу вам сказать, что Макао — это не только место, где играют в казино, это полноценное место для путешествия. Здесь, наверное, не хватит вам ни одного дня, ни 2 дней. Здесь нужно намного больше времени. Этим местом нужно проникнуться. Но это правда так. Сюда стоит приезжать на долгое время. И не для того, чтобы играть в казино, а для того, чтобы ознакомиться с городом. Он того стоит. И ни в коем случае не расценивайте этот город как город на 2 часа. Опять же, я это повторяю, хотя я сам то же самое сейчас и делаю. Но приехав сюда и понимая, насколько ничтожно мало у меня сейчас здесь времени, я делюсь этим с вами, ребят. Просто посмотреть, как живут люди, какая у них культура, какие традиции, какие ценности. Естественно, одного дня на этого не хватит. Порой и недели на это не хватает. Люди месяцами, годами изучают другие культуры, других людей. Но мы говорим все-таки в рамках путешествия, в рамках открытия чего-то нового для себя. По крайней мере, я рекомендую это место для того, чтобы его хотя бы посетить в любом формате. На час, на 2, на 10. Ладно, это на час это слишком мало, не принимайте это всерьез. В общем, очень классное место, которое оставляет очень много приятных и позитивных впечатлений о себе и очень сильно отличается от обычного материкового Китая, очень сильно отличается от Гонконга. Чувствуется все-таки все вот это вот влияние европейское тоже. На определенных улицах тебе кажется, что ты находишься в Европе, потом тебе кажется, что ты обратно бы окунаешься в азиатскую культуру. Очень крутое место. Я обязательно приеду сюда еще раз и обязательно сниму полноценный выпуск про это место.